Всем привет! Я Юля. Та самая Юля Балан, та самая Жуля, которой моя дорогая подруга Алиса решила собирать деньги. И не просто так, к сожалению. Вот, потому что диагноз у меня плохой, и не так все плохо. Вот. Много забрасывают письмами не меня, забрасывают такие Алису и моего парня Сергея с первыми вопросами, как я себя чувствую. Вот, вы можете увидеть, что я нормальная, что я нормально себя чувствую, и действительно я, слава богу, себя нормально чувствую, вот, потому что все еще не на такой стадии, вот, когда, в общем, люди плохо выглядят, плохо себя чувствуют, и у них нет времени что-либо предпринимать. Кроме физиологического своего нормального состояния, морально я себя тоже нормально чувствую. Вот, потому что, опять же, многие пишут о том, что вот, чтобы я не падала духом, чтобы я не впадала в депрессию и все остальное. То есть я скажу так, что депрессия у меня прошла, вот осень прошла уже. То есть я в августе я узнала о своем диагнозе. Истерика рано или поздно, она же пропадает, да? Когда ты понимаешь, что с тобой, ты понимаешь, на каком ты пути, в истерике всегда находиться невозможно. Поэтому я с холодной головой все воспринимаю, я понимаю, что со мной происходит в полной мере. Я понимаю, какие могут быть последствия. Я понимаю, что это очень опасно и все остальное, но тем не менее, я просто вас уверяю, что я не в депрессии. Бывают, конечно, моменты дичайшего груза. Это оправдано, но в основном я живу нормальной жизнью, я хожу на работу, я встречаюсь с друзьями. Почему в Украине отказалась от операции? Все у нас это оперируют, но кроме операции ничего другого не предлагают. Вот. А после операции, естественно, следует химия. Вот. И на самом деле, это для меня, наверное, страшнее всего. Вот. Мало того, что операция должна быть очень объемной, вот, и скажем, объемы такие, то есть если не вдаваться в подробности, такие объемы, после которых меняется кардинально качество жизни, и это по сути инвалидность. То есть полноценной жизнью я жить не смогу. Ровно неделю назад я проходила повторное обследование, и как показало обследование, что у меня опухоль увеличилась в 2 раза. Вот. Поэтому я направлена в Израиль. И я хочу сказать огромное спасибо вам всем, что помогаете. Это на самом деле настолько вселяет надежду, веру и вообще заряжает, что я просто не могу даже вам передать, насколько это важно для меня. Сначала, конечно же, когда это все вышло в массы, было не по себе, потому что есть, ряд вообще вещей в жизни, когда ты знаешь, что они существуют, но ты понимаешь, что с тобой это никогда не случится. Вот. И тем более ты видишь много групп каждый день в социальных сетях, которые призывают помогать онкобольным деткам, более взрослым людям. И создаются целые группы, и создаются целые сообщества, и этим занимаются целые благотворительные организации. И этой информации очень много в ленте каждый день. И вот я никогда не могла подумать, что я буду, к сожалению, в том же списке. Вот, это очень, конечно, сложно. Как ты видела, ряд роликов есть таких под названием «Люди, вы офигенные». Да? Там, конечно, я думаю, что многие из вас видели эти ролики. Там в основном люди что-то такое невероятное вытворяют. Действительно, можно сказать, что люди, вы офигенные. Но на самом деле я хочу сказать всем вам, кто помогает, люди, вы офигенные. Потому что для того, чтобы быть офигенными, не надо что-то феерически уметь делать, не знаю. Просто если вы помогаете другим людям, это стоит много.